Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Мари Россо. Сегодня мне захотелось сделать что-то такое миленькое, нежное, девчачье одним словом. Ведь все мы принцессы в душе, правда? И таким атрибутом сегодня станет единорожек. Плести его будем в технике крестик, но это если по-простому. Так-то эта техника называется монастырское плетение. Если помните, в такой технике мы плели уже пришельца. Прикрепляю ссылочку. Предлагаю не затягивать и побыстрее приступить к плетению. Нам понадобится леска и иголка для бисероплетения, бисер белого цвета, возьмем его за основу, бисер голубого цвета, а также черного 4 штучки, золотого и лилового цветов. Ну и ножницы. Отмеряем леску по всей длине руки и проводим ее через иголку. Леску буду складывать вдвое. Нанизываем и протягиваем одну белую бисерину. Придерживаем свободный край лески и оплетаем бисерину с-под низу 2-3 раза, таким образом закрепляя ее. Набираем 3 белые бисеринки и точно так же снизу заходим в первую. Первый крестик готов. Неотъемлемой частью плетения является схема. На ней мы будем отмечать переходы и подсматривать следующие шаги. Выводим леску в верхнюю бисерину для формирования второго крестика. Снова набираем 3 белые бисерины и заводим их в исходную с противоположной стороны. Первый ряд готов. Леской проходим в правую бисерину крестика. Набираем белую, черную, белую. И снова заходим в исходную с противоположной стороны. Вот мы сделали сейчас этот крестик. Выходим в верхнюю бисерину. Набираем 3 белых и заходим в исходную. Теперь нам нужно спуститься на 3 бисеринки ниже, чтобы продолжать плетение вниз. Нужно сделать 2 белых крестика. Набираю 2 белые и завожу их как на схеме. Все плетение строится на том, что мы постоянно ходим по кругу и выходим леской по направлению в ту сторону, в которую хотим сплести крестик. Мы сделали сейчас этот. Для следующего набираем 3 белые бисерины и заводим в исходную с противоположной стороны. Второй ряд готов. Выводим леску в правую бисерину крестика. С нее начнем плести 3 ряд. Набираем 3 белые и формируем крестик. Обходим его по кругу и посмотрите, цепляем боковую бисерину. Получается, что последующие крестики уже имеют 2 стенки и нуждаются в доборе всего 2 бисерин. Набираем одну черную и одну белую. И всегда выводим леску в верхнюю бисерину, поскольку плетем сейчас мы вверх. Внимание на схему. Набираем 2 черные и формируем крестик. Это будет глаз единорога. Снова выводим леску вверх. Смотрим по схеме и набираем одну золотую и одну белую. Сейчас мы сравняли этот ряд со вторым. Это значит, что для формирования следующих крестиков нужно набирать 3 бисерины, о чем и напоминает нам распечатанная схема на столе. Набираю 3 золотых бисерины. Делаю крестик. А затем еще один. Обхожу по кругу и вывожу леску как на схеме.
Первый крестик нового ряда – это всегда 3 бисерины. Нанизываю 3 золотые, и мы сделали рог. Золотой нам больше не понадобится. И следующие 4 крестика плетем белым, набирая по 2 бисерины. Как всегда, важно разобраться в самом принципе плетения, и все будет предельно ясно и легко. Выводим леску вправо и проплетаем 3 белых крестика вверх. Для следующего набираем 1 лиловую и 1 белую. Протягиваем. А теперь наоборот, 1 белую и 1 лиловую. Вот что должно получиться. Выводим леску вправо. Формируем белый крестик, выше которого наращиваем еще 1 белый крестик. И спускаемся вниз, где набираем 2 белые бисеринки. Протягиваем. Должно получиться 3 белых крестика. Дальше нанизываем 2 лиловые бисерины. Протягиваем. Цвета на схеме вы можете менять, как вам нравится. Вот и я плету уже второго единорожка и решила заменить розовый на голубенький. Набираю 2 голубые. Протягиваю. Отмечаю на схеме, чтобы не запутаться. И следующий крестик снова 2 лиловые. Теперь перехожу в соседний крестик, чтобы продолжить плетение вниз. Проплетаем 2 белых крестика. Вы можете держать заготовку горизонтально, чтобы было удобнее, как это сделала я. Но тогда и схему так положите, чтобы не сбиться. Набираем 1 лиловую и 2 белые. Затем снова 2 полностью белых крестика. Теперь набираем белую, лиловую, белую и затягиваем. А следующий крестик делаем полностью лиловым. Выходим в новый ряд. Делаем еще 1 крестик лилового цвета. Я снова перевернула заготовку и буду продолжать плетение вверх. Делаем 3 белых крестика, а дальше снова начинаются цветные переходы. Набираю 1 голубую и 1 лиловую. И снова также голубую и лиловую по 1. Протягиваем. А теперь, чтобы соединить ряд, набираю только 1 голубую и хорошенько подтягиваю крестик. Выхожу леской в правую сторону. Смотрим по схеме следующие цвета. Набираю 1 голубую и 2 лиловые бисерины. Поднимаемся вверх. Набираю голубую и лиловую. Еще раз нанизываю голубую и лиловую. И еще раз. Получается 3 крестика подряд. Мы набираем 1 голубую и 1 лиловую.
И только на 5-м крестике в этом ряду набираем 2 лиловые, затягиваем и спускаемся вниз леской, соблюдая узор. Набираем 2 голубые, формируем крестик. И заканчиваем этот ряд 2 белыми крестиками. Выводим леску вправо. Следующий ряд будет всего лишь из 3 белых крестиков. Переходим в новый ряд. И тут аналогично к первой ножке единорожки. Придерживаемся схемы. Для удобства мы снова можем положить заготовку горизонтально. Плетем ножки белым, а копыта лиловым. Если у вас закончилась леска, переверните заготовку. Пройдите в несколько бисерин, а затем много раз обхватите леской одну бисерину, как мы это делали в начале. И обрежьте. Новым длинным отрезком обхватываем соседнюю бисерину 3-4 раза. Выходим в крестик, где закончили, для продолжения плетения. Я должна была набирать 1 голубую и 2 лиловые, но после закрепления вышла с другой стороны. И получается, набираю с обратной стороны. Сначала 2 лиловые и 1 голубую. Обхожу крестик по кругу. Набираю 1 лиловую и 2 голубые. Выводим леску вниз, поскольку плетем сейчас по направлению вниз. Нанизываем 2 лиловые. А следующий крестик 2 голубые. Вот мы сделали 1 и 2. Выводим вправо леску, в новый ряд. Ой, и немного о минусах длинной лески. Здесь набираю 1 голубую и 2 лиловые. Спускаемся вниз и набираем наоборот. 2 голубые и 1 лиловую. Поднимаемся вверх. Набираю 2 голубые. Затягиваю. И крайний крестик 2 лиловые. Главная заготовка единорожки готова. Следом плетем точно такую же заготовку, только полностью из белого бисера. На этом этапе мы можем выбирать, в какую сторону будет смотреть единорог. Для лучшей наглядности буду соединять заготовки оранжевым бисером, а потом переделаю белым. Выводим леску в одну из крайних бисерин. Набираем 1 оранжевую и ищем зеркальную на второй заготовке. Заходим в нее, как на схеме. Снова набираю 1 оранжевую и заходим в первую, исходную бисерину. Таким образом получается крестик. Обходим по кругу этот крестик и поднимаемся вверх для формирования следующего. Набираем 1 оранжевую и захожу в зеркальную бисерину второй заготовки. Внимание на схему. Важно ровно держать заготовки, чтобы бисеринки не съехали. А также важно понять принцип соединения.
По сути, оранжевые бисеринки как мостики, которые помогают нам соединить две заготовки между собой. И получается, что мы всегда как будто бы добираем верхнюю бисеринку крестика. Тут я уже начала плести белым бисером, но хочу еще раз показать, как делаю соединение в углах заготовок. Теперь перехожу на наш золотой рог. И остается соединить точно таким же образом вот эту часть. Закрепляем леску. И готово! Если добавить нужную фурнитуру, то этот единорожка станет отличным брелком для сумочки, пенала, портфеля или ключей. Можно нанизать его на нить, чередуя с жемчугом, и получится обалденный браслет. В общем, выбирать вам. Пишите в комментариях, как вам наш единорожек и какой мастер-класс сделать следующим. В скором мы встретимся с вами еще. Как обычно, на канале Мари Россо.